Добрый день. Задача по разгрому бандформирований террористической организации ИГИЛ на территории Сирии, решаемая вооруженными силами Российской Федерации, выполнена. За последний месяц освобождены город Абу-Кемаль и ряд населенных пунктов на западном берегу реки Ефрат. В течение прошедшей недели правительственные войска при поддержке российской авиации полностью взяли под контроль район северо-западнее Абу-Кемаля от реки Ефрат до населенного пункта Мизиле общей площадью 2500 квадратных километров. Вчера, используя результаты массированного авиационного удара ВКС России, подразделения под командованием генерала Хасана Сухела во взаимодействии с 5-м добровольческим штурмовым корпусом совершили стремительный прорыв и продвинулись на 11 километров вдоль западного берега реки Ефрат, овладев населенными пунктами Эль-Катья, Эль-Мусалаха, Эр-Рамади и Эль-Хасрат, соединились с отрядами народного ополчения, наступавшими им навстречу из Абу-Кемаля. За последние 5 дней наступления сирийских правительственных войск, поддерживаемых авиацией ВКС России, в этом районе уничтожено более 550 террористов, в том числе около 130 смертников, 6 танков, 14 джихад-мобилей, 91 пикап с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. В результате успешных действий освобождена последняя часть сирийской территории, остававшаяся под контролем группировки ИГИЛ. На ней действовали наиболее подготовленные террористы с тяжелым вооружением, а также иностранные наемники. В настоящее время правительственными войсками проводится зачистка и разминирование освобожденных населенных пунктов. Ранее, 3 декабря, формирование народного ополчения восточных племен Ефрата и курдские отряды, действовавшие совместно с российскими силами специальных операций и под прикрытием авиации ВКС России, завершили разгром террористов ИГИЛ на восточном берегу Ефрата и восстановили контроль над сирийско-иракской границей. Эта операция была спланирована штабом российской группировки войск Сирии и проводилась под непосредственным руководством Объединенного оперативного штаба, развернутого в населенном пункте Сальхиях. В его состав, помимо российских военных советников, вошли командиры отрядов восточных племен Ефрата и курдских отрядов. При освобождении этой территории российские самолеты действовали как с аэродрома Хмимим, так и с аэродрома Дейр-эз-Зор. Завершающий этап разгрома террористов сопровождался беспрецедентным по масштабу и боевому напряжению применением авиации ВКС России. Ежесуточно для поддержки наступающих войск совершалось 100 и более самолетов-вылетов и наносилось до 250 ударов. Самолетами ВКС России уничтожались позиции боевиков, склады с боеприпасами и вооружением, бронированная техника, пикапы с тяжелым вооружением. Массированно применялась дальняя авиация. Бомбардировщики Ту-22М3, действовавшие с аэродромов на территории Российской Федерации, за последний месяц нанесли 14 групповых ударов, совершив при этом 84 самолета-вылета. Значительный вклад в разгром ИГИЛ внесли силы специальных операций, которые обеспечивали наведение авиации на объекты террористов, а также уничтожение наиболее одиозных главарей бандформирований в тылу противника. Таким образом, на сегодняшний день в Сирийской Арабской Республике нет ни одного населенного пункта или района, находящегося под контролем ИГИЛ. Территория Сирии полностью освобождена от боевиков этой террористической организации. Нельзя исключать, что на освобожденной территории могут появляться отдельные диверсионные группы ИГИЛ. В этом случае они будут уничтожаться силами правительственных войск, которые имеют специально подготовленные мобильные резервы. С разгромом формирования ИГИЛ на первый план выходят вопросы восстановления мирной жизни на территории Сирии
и возвращения беженцев в свои дома. Российский центр по примирению враждующих сторон активно подключился к этому процессу. При непосредственном участии офицеров Центра в городе Сальхиях сформирован и приступил к работе Комитет по управлению восточными территориями провинции Дер-эз-Зор. В его состав вошли представители всех этнических и конфессиональных групп, проживающих на восточном берегу Ефрата – бедуины, арабы и курды, а также наиболее авторитетные шейхи. В настоящее время под руководством комитета формируются органы власти в 3 районах управления – Дер-эз-Зор, Хаджин и Дибан. Продолжают успешно функционировать 4 зоны деэскалации на юге Сирии, в Восточной Гуте, на севере Хомса и в провинции Идлиб. Соблюдение режима прекращения боевых действий в них обеспечивают военнослужащие российской военной полиции. Российский центр по примирению враждующих сторон предпринимает все необходимые меры для содействия возвращению беженцев в свои дома. Только за последние 2 недели в 12 населенных пунктов доставлено более 34 тонн гуманитарных грузов. Обеспечено безопасное прохождение 11 гуманитарных конвоев ООН и Международного комитета Красного Креста. Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации завершили разминирование жилых кварталов города Дер-эз-Зор. Российскими специалистами очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 1868 зданий, 246 километров дорог. На площади в 1238 гектаров обезврежено 53 478 взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств. Продолжается подготовка саперов из числа военнослужащих вооруженных сил Сирийской Арабской Республики. На сегодняшний день офицерами Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации на территории Сирии подготовлено 740 специалистов по разминированию. Российскими специалистами инженерных войск оказана помощь в обеспечении жителей Дер-эз-Зора питьевой водой. С ликвидацией вооруженных формирований террористической группировки ИГИЛ на территории Сирии российская группировка войск сосредоточит основные усилия на оказании помощи сирийскому народу в восстановлении мирной жизни и обеспечении соблюдения сторонами достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий. Спасибо за внимание.